Ну вот по поводу структур светлится потенциал любви, хочу сказать, что у нас сейчас обновление произошло этих структур. И у нас появилось две новых структуры. Это потенциал любви мужской и потенциал любви женский. Это как бы переход на новое качество этих структур, потому что удалось нарастить мирность этих структурных взаимодействий и на базе этого сформировать вот две новых структуры. Потенциал любви мужской, потенциал любви женский. Но у нас и будет и общий такой, как бы интегральный, и то, и другое качество объединять. Почему мы решили их сделать немножко разными? Потому что, ну, есть особенности у каждого человека, да, связанные вот с этим вот делением на мужчин и женщин. Эти особенности не принципиальные, но их следует учитывать, да, то есть, потому что все мы люди, но тем не менее, вот это природное разделение на мужчин и женщин, оно для нас важно, и мы поэтому можем наблюдать его воочию, как это каким-то образом связано с нашими взаимодействиями. Поэтому немножко вот об отличительных особенностях этих структур, вот, которые потенциал любви мужской и женский, связанные с наращиванием мерности. Почему мы говорим о наращивании мерности? Потому что мы говорим о неких взаимодействиях синтезных. То есть вот вопрос у нас там прозвучал в теме семинара. Кому не нужна любовь? Есть у нас кто-нибудь, кто скажет, что у него любви уже вот выше крыши, ему больше ничего не надо, и все уже как бы есть для того, чтобы жить припеваючи и ничего больше в этом направлении не делать. Вот. Если такие люди есть, вы в чате там поставьте плюсик, например, что вот все у нас хорошо. Для начала надо определиться, что такое любовь. Вот. Как раз это одно из ключевых как бы задач нашей на сегодняшний день. Потому что с понятием любви уж больно много связано всяких моментов, которые на самом деле, может быть, любовью не являются. Почему? Ну, потому что это понятие слишком многомерное. То есть мы, когда говорим «любовь», каждый сам по-своему понимает. Потому что любовь может быть, например, вот я люблю покушать, например, авокадо. Это любовь или не любовь? Если вот к этому фрукту или или овощу, как его назвать, есть, например, такое вот любовное отношение. То есть, ну, в каком-то мере это любовь. Почему? Потому что, когда мы говорим о любви, как правило, мы берем некое сечение вот этого громадного такого вот явления, как любовь, и его сводим до вот какого-то определенного узкого диапазона. То есть из многомерного какого-то объекта мы получаем какой-то срез, и его воспринимаем как некую любовь. Поэтому здесь мы будем говорить о как раз любви с общих позиций. Не будем конкретизировать вот конкретную любовь какую-то вот между М и Ж, хотя можем поконкретизировать. Есть вот такая книга, называется «Карта любви». Может быть, кто-то, у кого-то есть, встречал. Вот в интернете она есть. Вот. В свое время, когда она мне попала в руки, я очень удивился тому, что в этой книге дана некая система отношений выстроенных, да, разложенных по картам. 52 карты. И вот есть 52 разных сочетания конкретного человека с различными другими людьми, 52 варианта, как он может взаимодействовать с теми или иными людьми. И определяет это по дате рождения. То есть я никогда не думал, что дата рождения может оказаться ключевой вот в этом понятии, связанных с любовью. Но что интересно, что в этой книге рассматриваются два аспекта любви. Низший и высший. И как бы в развитии этого, соответственно, по-разному складываются у людей отношения в зависимости от того, какое оно качество проявляет. Вот. Поэтому, когда человек начинает эту книгу изучать, он сначала должен определить, какая же карта у него. То есть вот здесь вот есть
даты рождения, например, да, то есть и какая карта соответствует этой дате рождения. Но так как всего 52 варианта, ну, естественно, они где-то повторяются, и, соответственно, есть ну, люди с одинаковыми картами попадаются, есть с разными картами. Вот. Но в зависимости от того, что есть вот другие люди, у которых другие карты, мы можем рассматривать, как эти карты сочетаются, каким образом они, каким параметрам друг с другом взаимодействуют. Вот. Но вот мы смотрим, тогда есть какие-то тут карты жизненного набора, вот разные, соответственно, это карты, разные планеты, как влияют на какие карты. Вот. Ну, и карта рождения – это карта Солнца. У каждой карты еще есть карта планетного управления. Эта карта планетного управления соответствует ну, каким-то определенным отношениям с этими людьми. Ну, кстати, 5 ноября Скорпион, карта планетного управления – это шестерка бубей. Это у меня шестерка бубей. Так что вот мы как-то тут у нас какая-то есть связь. А у 25 января десятка бубей. Ну вот, допустим, вот здесь еще есть всякие взаимосвязи, вот видите, да, тут выстроены вот такие вот всякие полосочки, тут сложно их увидеть, например, сейчас, да, то есть, ну, я прочитаю, например, для двойки бубей, СКРЖ, да, это по Сатурну, связь первая, да, то есть, и вот, видать, со временем. Потом по Юпитеру, но есть карты как бы жизненного набора, есть карты духовного набора, и в зависимости от этого, какие складываются карты, люди выстраивают соответствующие разные отношения. Ну вот я просто на своем примере, да, то есть как бы есть еще такое понятие, как совместимость. Вот совместимость у карт, например, двойки бубей с двойкой бубей, привлекательность 4, напряжение 2. Вот, сейчас мы это не будем разбирать, мы потом, может быть, этому посвятим отдельное событие. Вот. Но я просто... Сергей Динович, скажите, пожалуйста, как эта книга называется еще раз? «Карта любви». Роберт Кэмп. Ее как бы читать просто как книгу совершенно невозможно. Но ее можно использовать как некий справочник. В этой книге мы можем разбирать какие-то отношения. Я просто вот на собственном примере, почему мне это было очень интересно и неожиданно, что вот, например, мы с Галей наши отношения стали рассматривать в рамках этой книги. И оказалось, что у нас напряжение, например, вот по этой, то есть, вернее, совместимость, она вообще в минусе. Почему это оказалось? Потому что есть очень напряженные отношения, связанные с тем, что у нас взаимодействие идет по такому сочетанию, которое называется не кармический урок, а называется космический урок. То есть мы друг для друга являемся космическим уроком. И вот мы как-то тут стали обсуждать вопрос, мы бы могли, например, выстраивать отношения, даже если бы мы по молодости где-то пересеклись. Ну вот где-нибудь там, когда нам было там 20-25 лет, и пришли к выводу, что нет, совершенно. То есть мы в те годы, мы как бы никоим образом не смогли бы друг другом как-то ужиться. А вот уже как бы более зрело, набрав определенный опыт отношений, оказалось, что да, оказывается, можно выстраивать вот в рамках таких вот странных напряженных отношений, когда совместимость, она вообще отрицательная. Почему? Ну, потому что люди друг на друга еще оказывают влияние, когда они друг друга начинают менять. Ну, вот здесь мы давайте рассмотрим уже как бы еще более общие какие-то отношения, связанные с понятием любви как... Да, ну это вот можно ее там почитать онлайн, но она, кстати, не очень неудобна в интернете, потому что это как бы книга, если когда книга, вы тоже можете листать туда-сюда, а вот когда она идет сплошняком, очень сложно с ней работать. Поэтому давайте мы сейчас рассмотрим понятие любви с точки зрения чего? С точки зрения, на самом деле, вот карт блага. Вот у нас мы были с картами блага, взаимодействовали, да, то есть и пришли к выводу, что карты блага нам помогают расширить там поле событий, вовлечь каких-то других людей в это поле событий. Но как выстраивать в этом поле событий отношения? Да, то есть на базе чего? Так вот, основной базис – это все-таки любовь. Почему? Да потому что те блага, которые мы создаем, да, то есть мы создаем лучше всего, это когда у нас есть некие творческие состояния.
Да? Вот в этих творческих состояниях у нас все получается, мы все можем сделать, но вот эти творческие состояния проявить без любви совершенно невозможно. Поэтому если любви нету, то, к сожалению, приходится констатировать, что человеку очень сложно их будет наладить, творческие состояния свои, да, то есть и проявить вот это благосостояние как возможность проявить себя в любви к этому. Здесь мы вот сейчас начинаем серию, можно сказать, вебинаров, посвященных вот этому вот теме потенциала любви. Это не значит, что человек взял эту карту, и у него теперь стало все замечательно и все хорошо в любви, да, то есть как бы теперь он прекрасно может любить, и его будут все любить и лелеять. Дело в другом. Дело в другом, что вот этот потенциал надо еще уметь использовать. Да, то есть одно дело иметь его, а другое дело, как его применять. И вот в применении это как раз своего собственного потенциала есть сложности. Сложности почему? Потому что этому, вообще-то говоря, ни в школе, ни в институте, нигде не учат. А это, в общем-то говоря, очень такая жизненно важная необходимость. Единственное, где этому обучали, это вот в Дельта Информ и в Академии фронтальных проблем как бы к этому вопросу подходили с научной точки зрения, и этому были посвящены множество занятий. Да, то есть, и вот эксперт-операторные отношения, о которых Борис Евгеньевич говорил, это и есть как раз азы того, что надо изучать для того, чтобы свой потенциал любви можно было применять в жизни, чтобы мы могли налаживать отношения на любом расстоянии и всегда могли почувствовать другого человека. Почему эксперт-операторные отношения и как это связано со светличными структурами? Но дело в том, что мы все являемся вот отображением вот этого мира структур, вот многомерного некого объекта из мира структур вот сюда, в этот трехмерный мир. И в этом трехмерном мире мы себя проявляем с самых разных позиций. Поэтому получается, что каждый раз мы себя проявляем, ну, как бы ограниченно. То есть, опять же, есть некое сечение вот этого многомерного объекта, который здесь вот является мы сами. И где-то эти многомерные объекты, они связаны в единое целое, являются, опять же, чем-то более общим. Но вот возможность разделения на объекты, как отдельные люди, да, то есть еще есть вот разделение по половому признаку. А еще если говорить, что у нас кроме тела мужского, женского, может быть мужская душа, женская душа, да, разум может быть тоже мужской, женский. Получается множество состояний, множество различных пересечений и отношений, в которых люди попадают, и иногда не могут из них как-то вот выбраться, начинают усложнять все это дело и не в состоянии разобраться, что им хорошо, что им плохо. Да, то есть мы как бы здесь не в состоянии тоже этому обучить, ну, за столь короткое время и так далее. То есть и не претендуем как бы на то, что мы знаем, как надо себя вести в той или иной ситуации, и можем дать какой-то совет, и, да, как бы разобрать эту ситуацию. И вот, да, то есть мы будем говорить несколько о другом. Мы говорим о неких принципах отношений, которые надо бы, хорошо бы в них разобраться, да, то есть вот связанных с понятием любви. И тогда, можно быть, на каких-то простых примерах начать учиться выстраивать вот эти вот связи для того, чтобы можно было дальше это применять все более и более сложных каких-то процессах. Но опять же, не только для того, чтобы что-то получить. Потому что, ну, как бы решение шкурных вопросов, оно на самом деле ни к чему хорошему обычно чисто не приводит, потому что есть вопросы более общие, ради которых мы в этот мир пришли. И вот в этих общих вопросах-то нам имеет смысл разобраться для того, чтобы начать применять знания, которые мы где-то когда-то получали, где-то можем еще когда-то получить, именно вот для того, чтобы свой потенциал любви развивать. А структуры потенциала любви, которые мы вот здесь используем, и которые в частности у нас прикреплены вот к данному каналу, мы их сейчас попробуем применить. Очень часто мы слышим такое как бы понятие, вот любовь – это свет, да, то есть и Бог – это свет. И как это связано вот тогда с тем, что мы тоже светимся все. И раз мы все светимся, значит, мы тоже в себе проявляем что? Проявляем Бога, проявляем любовь, и она как бы у нас присутствует, как некое качество. У нас качество любить, оно есть. Да, то есть, и поэтому мы давайте посмотрим на это дело с позиции чего? С позиции
взаимодействия. Потому что когда мы говорим о любви, то всегда мы говорим о взаимодействии, да, чего-то с чем-то. Любовь матери к ребенку, например, да, это одна любовь. Любовь мужа к жене – это другой вид любви. Любовь к родине – это тоже любовь, да, то есть как бы любовь, опять же, вот к чему-то конкретному, да, как собачку, это я люблю мою собачку, она вот для меня очень дорого. Карлсон тогда говорил, когда малышу, когда ему собачку-то подарили, говорил, а как же я? А я же лучше собачки. То есть получается, что мы, когда направляем весь предмет любви, мы как бы внимание все туда, и все остальное мы как бы отбрасываем в сторону, и у нас нету, получается, как бы вот свою многогранность в этом отношении. Мы же светить можем всем, а мы почему-то вот выбираем какой-то определенный луч, и на него как бы вот опираемся и говорим, все, вот это вот предмет моей любви, и дальше мне больше ничего не интересует. Да? То есть ограничиваем себя в этом плане. Поэтому вот этот инструмент, который у нас есть, световой, мы будем пробовать его использовать для того, чтобы мы могли начать ощущать, да, то есть любовь другого человека, да, то есть могли проявить свою любовь каким-то образом, да, то есть. А вот структура потенциала любви, она нам дает что? Она дает повышение мерности вот этой нашей вот возможности любить. Потому что одно дело мы можем полюбить кого-то, да, то есть как бы и пытаться его напрягать своей любовью, а другое дело, когда мы взаимодействуем и при этом создается что-то новое. И это новое, оно настолько больше того, что есть у каждого по отдельности, что это новое их соединяет, да, соединяет в единую структуру времени. Но поэтому мы несколько теоретического плана рассмотрим. То есть у нас есть описание к потенциалу любви. Если кто хочет, на сайте может почитать. Там есть некие графики. То есть они достаточно скучные, конечно, в этом понимании, но они нам дают несколько взгляд иной на этот процесс. Да, то есть в чем он заключается? В том, что когда мы говорим о любви и объединении, мы всегда подразумеваем, что появляется что-то новое, то, чего раньше не было. И это новое для нас может быть даже не сильно важно. С точки зрения того, что это важно, может быть, очень для мира. Да, то есть, и вот мир тогда, когда он видит, что что-то родилось, начинает помогать этому новому проявляться. И важно тут его не загубить какими-то своими непониманиями, своими какими-то собственными представлениями, потому что эти представления могут быть не совсем точны. Потому что к любви, ну, сами понимаем, иногда логика совершенно никакого отношения не имеет. И раз мы эти отношения выстраиваем как-то по-другому, то иногда чисто логические связи, вот раз так, то я вот так делаю, да, то есть они не проходят. Потому что мы можем думать, что человек что-то делает на основе вот нашей представления, вот он сделал вот какое-то действие, потому что. И у нас есть вот логическая цепочка обоснования, почему человек сделал какие-то действия. А в реальности человек может делать совершенно эти действия по самым разным поводам, и вариантов того, что он имеет какие-то другие результаты и другие совершенно мысли на этот счет, очень, вероятность очень высока. Но давайте мы вернемся к нашим графикам. Значит, что имеется в виду? Что есть некий потенциал, некая потенциальная функция. Да? То есть, обычно потенциальную функцию рисуют как некий знак минимум. Да? То есть как бы некая парабола, которая есть вот какой-то минимум. Вот у нас есть тут графики из описания. Значит, вот потенциальная функция. Есть некий параметр порядка x, да, то есть и есть вот некий минимум, который то есть система всегда стремится к некому минимуму. То есть у нас есть возможность реализации чего-то, да, то есть обычно это всегда, если минимум энергии, как правило, присутствует для нас. И вот есть некая точка x1, которая соответствует вот этому вот минимуму. Но если мы говорим о двух людях, да, то есть у каждого есть своя потенциальная функция. Вот другой график. V1 и V2. Это два человека, у которых каждая свой какой-то вот есть потенциальная функция. Если мы пытаемся просто
объединять эти функции чисто механически и их соединять, да, то есть мы получается, что, допустим, вот у нас есть человек в устойчивом состоянии, x1, есть другой, у него устойчивый x2, но они начинают как-то хотят их сблизить, эти состояния, да, то есть, но тогда получается, что они, допустим, вот нашли общую точку вот здесь вот где-то посерединке и начинают взаимодействовать. Но ведь для каждого это не оптимально, да, то есть для каждого это определенное напряжение. Это выход из зоны комфорта, это выход за какие-то пределы каких-то определенных состояний. Говорят, это компромисс, это вот надо обязательно, чтобы человек напрягался в этих отношениях. Но может быть и другой вопрос, да, то есть если мы говорим об этих вот потенциалах, а если мы соединим и получим другую функцию с другими характеристиками, да, то есть вот, например, у нас здесь V3 функция, она объединяет и одну, и другую. И тот минимум есть у одной этой функции. Это общий минимум. Что это значит? Что вот мерность вот этой функции гораздо выше. Почему? Ну, потому что если мы будем рассматривать с точки зрения теории особенностей эту функцию, то мы получим другое совершенно уравнение для него. Более сложное. Там будут больше параметров. Раз больше параметров, это параметры, это как координаты вот в некой системе отношений. Значит, если эти параметры существуют, значит, мы эти параметры можем рассматривать как некие координаты или мерности вот в этом параметрическом состоянии. То есть это вот аналог, что мы можем выйти за пределы наших привычных связей, да, выйти за пределы этих отношений и попробовать построить что-то общее. Общий дом, там, да, то есть общее поле общее пространство для этой любви. И вот в этом пространстве пробовать выстраивать отношения как некого единого, да, то есть, ну, как говорит один товарищ в одном анекдоте, я, говорит, вот нашел свою вторую половину. Всю ночь примерял. Оказалось, не она. То есть почему? Опять же, как бы идея, что у тебя есть вторая половина, она подразумевает, что, опять же, есть некое механическое разделение. И вот если мы на основании этих механических характеристик пытаемся объединяться, то это не дает нам никакой возможности на этом что-то новое построить. А природа, она умеет подстраивать вот отношения как раз за счет проявления некого потенциала любви в каждом живом объекте, за счет того, что мы можем объединяться чем? Не механически, а светом. У каждого есть свой источник света, да, то есть божественного света, который идет изнутри. Ну вот давайте попробовать именно его использовать для того, чтобы мы могли налаживать вот эти вот системные связи. А дальше что там будет уже получаться, это уже как бы от каждого зависит. То есть, опять же, мы не пытаемся научить каждого человека любить, а пытаемся развить его эту возможность и эту способность создавать что-то новое в процессе вот этих вот световых связей. То есть получается, что когда человек, один человек и другой, они начинают объединяться в единую систему, происходит рождение вот этого нового, то, что является большим и по сложности, и по мерности, да, и по энергетике, если это сделано на основе именно действительно правильных, выстроенных отношений. Вот песня вот эта «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь». Почему? Ну, потому что, опять, человек не управляет этим процессом. Да? То есть для него это вот как бы, о, нагрянуло, все, караул, любовь случилась. И то есть путаница, что такое любовь, а что такое влечение. Да? То есть как бы сложно, особенно на первых порах, разобраться. Потому что, опять же, есть что? Есть у каждого человека тело. Да? То есть и тело, оно хочет чего? Размножаться. Да, то есть у нее инстинкты такие заложены природой. То есть никуда от этого не деться. Если это не реализовывать, то это на самом деле еще сильнее напрягает людей. И от этого люди страдают, и у них выстраиваются вот эти вот страдательные отношения, когда неправильно выстраиваются отношения телесные. Но есть еще другой уровень любви, духовный, да, когда дух объединяется. То есть и вот на этих духовных принципах на самом деле эти отношения могут выстраиваться не только в этой жизни, да, то есть на протяжении целого ряда жизней человека, если мы говорим о возможности реинкарнации. И вот эта вот книга «Потенциал любви», они там рассматривают кармические связи, да, связи
с другим человеком именно по духовному набору. То есть тогда это видно, что это проявление не, вот не из этой жизни идет. Этих людей уже, они уже сходились как-то раньше, как некие кто, как некие души, да, которые уже имели какие-то отношения, но они там не доделались, и надо достраивать, вот достраивать. Да? То есть для чего, опять же? Но для того, чтобы научиться через вот этот принцип любви создавать что-то новое, творить, да, заниматься творчеством. И возможно, что когда мы освоим вот эти инструменты творчества, ну, дальше нас не будут оставлять на второй год в новой реинкарнации, как бы вот в этих телах крутиться, а перейдет какое-то новое качество, где можно будет вот эти свои возможности светового конструирования применять более полно. Но есть азы, которые приходится повторять каждый раз, когда люди вступают в какие-то отношения. Вот на семинарах у Бориса Евгеньевича, да, то есть как бы были такие простые упражнения, когда люди пытались наладить вот какие-то связи через вот эти световые связи. Световые, да, то есть резиночки. Я вам сейчас покажу кусочек ролика, как вот такие упражнения, то есть для тех, кто, в общем-то, не был на тех семинарах, на которых это было. Потому что потом уже элементарными вещами не занимались. Подразумевалось, что каждый человек может сам найти, как это было делать, и людей, которые это умеют, и у них как бы этому поучиться. А уже как бы задачи были все более и более сложные. Потому что я Бориса Евгеньевича как-то спрашивал, говорю, Борис Евгеньевич, ну, говорю, вот поначалу смотрите, какие были предъявимые результаты. Информационный след, там, значит, телепатия, там, телекинез, и что там только не было, да, то есть как бы языки мгновенно люди изучали. Почему потом как бы все это куда-то ушло? Он говорит, да нет, оно не ушло, просто, говорит, задачи усложнились, она просто некогда уже заниматься. Ну, предъявили, показали, да, работает, вот оно, пожалуйста, берите, развивайте, если хотите. А сейчас как бы другие задачи, они как бы более сложные, ими надо заниматься. Поэтому у нас здесь есть и более сложные задачи, и более простые. Да? То есть простые задачи освоить какие-то вот азы, которые нам нужны будут для этого. Некоторые говорят, что да, мы это знаем, мы это умеем, и так мы это уже пробовали, у нас это получается. Ну, сейчас я покажу. Просто на семинарах мы занимались этими вещами. Просто некоторые фрагменты, то есть у нас есть ролики, там в Ютубе они есть, я просто небольшой фрагментик. Мы как-то на одном из вебинаров. Вот, отрабатывается как бы эксперт-операторное взаимодействие на световом уровне. Ну ладно, как бы мы так немножко показали, достаточно. О чем речь идет? Что есть возможность научиться как бы вот взаимодействовать с этими световыми потоками. То есть вот через световые связи, да, то есть выстроить человеку отношения, чтобы он тебя начал слышать, чтобы ты его начал слышать. И через это дело можно взаимодействовать как одно целое, а не как каждый сам по себе. Вот эти вот элементарные упражнения, которые отрабатывались на семинарах, иногда говорят, что, опять же, вот что их делать, мы их уже умеем, мы уже делали. Но это на самом деле заблуждение, потому что сколько их не делай, ты как бы все равно получаешь некое превращение в их развитие. Это как вот, чтобы научиться на инструменте играть каком-то, да, надо повторять, повторять и повторять, гаммы там какие-то, комбинации и так далее. Да? То есть и виртуоз, который этим занимается, он по несколько часов в день играет какие-то вещи, которые он уже умеет играть, он уже все это отработал, все ему вроде бы известно, но без повторения этих навыков мы, к сожалению, то есть гениально играть он не может. Ну, то есть, как бы, да, он что-то сыграет, но это не будет гениальной игры. Поэтому, чтобы стать гениальными художниками и вот в своих вот отношениях световых, здесь имеет смысл как бы вот тренировки эти делать и делать. Но мы сейчас немножко этим займемся на нашем вебинаре.
да, попробуем немножко потренироваться. Вот у нас есть люди, которые готовы к этому, да, то есть которые на окошечке пооткрывали. Мы их видим, и поэтому это мы люди, которые готовы повзаимодействовать. Но прежде чем мы будем взаимодействовать вот через потенциал любви, будем на него настраиваться, да, то есть мы давайте попробуем настроиться на другую вещь. То, что у нас на самом деле, кроме света, которое у нас есть как бы вот проявление божественного, у нас есть еще набранный свет внутрь. Да? То есть мы где-то его нахватались, каких-то кусочков разных, и они в нас, эти света сидят. И они могут быть нам нужны, а могут быть нам иногда не очень нужны. То есть, что значит не очень нужны? Ну, это вот как наличие тени. Ну, давайте мы начнем на примере покажем. Вот у нас есть листочек бумаги, да, то есть как бы, и вот есть рука, например. Мы видим, что от руки есть тень на этом листочке. Да, то есть как бы, вот, допустим, у нас два пальца. Вот они, вот так они друг от друга отведены. Да, вот мы видим тень, как-то там тут немножко под другим углом. Вот видим, что есть тень. Да, то есть, а если мы вот так вот их сделаем, направим, да, то есть там тень, она слилась. Мы видим, что уже это не один палец, вернее, не два пальца, а один на тени. Значит, это о чем говорит, что можно, когда мы видим отображение, тень это что? Это отображение. Тут трехмерный мир отобразился в двухмерный. И в двухмерном мире мы видим соединение каких-то вещей, которые в трехмерном мире на самом деле могут быть и не соединены. То есть, поэтому, когда мы говорим о светах, которые мы набираем их в трехмерном мире. Да? То есть, как бы вот мы сами по себе как объект светящийся, да, то есть, и мы еще с этими какими-то другими световыми объектами взаимодействуем, постепенно у нас как бы встраиваются, но не только с человеком, да, то есть мы взаимодействуем со следами этих людей, которые мы ходим вот по улицам, мы набираем. Что это за следы? Это тоже кусочки любви, которые вот человек где-то вот развеял по всему миру. Одни, другие, третьи, появляются слои, появляются накопления, появляются какие-то объекты уже духовые, с которыми мы постоянно можем взаимодействовать. Хорошо, когда этот свет в нас вошел и интегрировался, и мы как бы частью нашего света стало. Бывает, что он как привнесенный, да, то есть он с нами не слился. Он в нас существует, но с нами он не является как бы вот единым целым. И вот для того, чтобы можно было от такого света разъединяться, для что надо сделать? Ну, надо, опять же, повысить мерность связи, да, то есть, как бы, и тогда можно вот в этом более многомерном пространстве произвести разделение. У нас есть такая карта, называется карта Отрада. Я ее забыл приготовить. Она как раз для этого и сделана. Да, то есть, у кого она есть, можете ее взять и попробовать на нее настроиться, на карту Отраду. Ну, вот у нас есть серия таких карт, которые мы делали специально для того, чтобы можно было отстраиваться вот таких привнесенных светов. У нас это Отрада, Биоянтра и Вея. Вот три карты, но они как бы по мерности усиливаются. Самое попроще у нас Отрада. Поэтому мы сейчас попробуем с Отрадой настроиться, чтобы мы могли вот тот свет, который у нас есть, которым мы сейчас будем пытаться выстраивать отношения, ну, немножко зачистить. Как это можно сделать? Да? То есть у кого карты Отрады нет, тот настраивается на ту структуру Отрады, которая у нас присоединена сейчас вот к нашему каналу. И пытается через взаимодействие с этой структурой, да, то есть, ну, как мы настраиваемся? Ну, мы как бы говорим, вот структура Отрады, я как бы ее в себя принимаю. Ну, представьте, что есть некий поток световой, да, он или от карты идет, когда мы ее в руках держим, да, то есть, или идет от экрана. Ну, это как бы тогда экран, это вот такая вот карта Отрада, которая сейчас, с которой вы можете взаимодействовать. Почему она Отрада называется? Да, то есть она поэтому называется от Ра. Да. То есть Ра – это свет, да, то есть вот мы от какого-то света хотим отделиться. То есть это что-то, и от этого нам хорошо. Потому что, как говорил Владимир Ильич, да, прежде чем объединяться, надо разъединиться от чего-то. То есть на неких принципах других выстраивать эти связи. Да, поэтому мы пытаемся сейчас убрать что-то лишнее,
из самих себя, да, то есть вот мы есть как световые объекты, и в котором есть какие-то вкрапления, да, то есть, но вкрапление это не что-то плохое, да, то есть это просто, ну, вот что-то прицепилось. Ну, как вот мы, что-то прицепилось к нам, пошли в душ и помылись. Ну, это вот такой вот как бы световой душ, который от этой трады идет, и под которым мы сейчас попробуем вот помыться. Ну, что значит, то есть тут как-то просто невозможно, да, то есть для этого нам надо. Ну, давайте мы вот так сделаем. Мы сейчас встанем перед экраном и настроимся. Настроимся на вот это вот световой поток отрады. И представим, что у нас есть вот некая тень внутри. Да, то есть какая-то вот то, что мы набрали, оно тоже такой тенью, трехмерной тенью, может быть, является, но это некий теневой объект, который, ну, на который мы накопили, но нам он сейчас в данный момент не очень подходит. И мы тогда, как в том фильме, да, помните, про тень был фильм, мы этому объекту говорим: тень, знай свое место. И делаем шаг в сторону, да, то есть, а тень остается на месте. И теперь мы с этой тенью говорим: тень, иди по своим делам, займись тем, чем тебе надо. Если не знаешь, могу дать поручение. Пойди и почисти озера и реки от той грязи, которая там накопилась за годы существования человечества. До свидания. Мы отправили тень свою собственную на работу, пусть она займется полезными делами. А мы продолжим наши занятия. Теперь будем настраиваться на структуры потенциала любви. Они тоже присоединены к нашему экрану. Но мы здесь сейчас их будем настраивать через световые взаимодействия. То есть у нас вот этот инструмент световой, давайте его как бы вот немножко заточим. Где он у нас лучше сосредоточен? На руках. Поэтому давайте его немножко активируем. Попробуем настроиться, да, то есть опять же ощутить уже что? Вот этот цветовой поток от потенциалов любви. От мужского и от женского. Мужчины настраиваются на мужской потенциал, женщины на женский потенциал, да, то есть что значит настроиться? Значит, мы опять же, мы намерением, мы обращаемся к нему и говорим: настраиваюсь на потенциал любви. И начинаем ощущать, что мы связаны вот с чем-то большим, где-то там, может быть, где-то наверху. На самом деле это вверх-вниз тут не имеет значения, потому что мы, это как бы вот та структура, которая есть, она находится вообще в другом измерении. Да? То есть сюда вот мы видим такое отображение, вот в наше тело. Поэтому мы вот это начинаем ощущать, что мы более многомерные объекты, чем являемся такими. И вот наш свет, как бы вот этот многомерный, здесь вот сосредоточился. Но от того, что он здесь сосредоточился, на самом деле свет не стал менее многомерным. Да, тело, да, трехмерное, да, то есть как бы, да, разум тоже трехмерный, да, душа, она может быть даже одномерная, если она только чувствует только то, что занимает мысли. Но вот через нашу систему световую мы пытаемся ощутить вот эту мерность, многомерность самих себя. Так, теперь давайте мы сделаем вот что. Мы попробуем разбиться на пары. С тем, чтобы мы могли попробовать вот эту вот самую простую комбинацию. Да, то есть как бы, ну вот сейчас я покажу на ком-нибудь. Ну давайте вот Евгений Кулик. Вы как там, готовы немножко? Да, то есть тогда надо будет встать, там сделать шаг от экрана на метр, допустим, ну 1,5, да, и повернуться спиной. И спиной повернуться. Да, вот. Значит, что я делаю? Значит, я беру как бы вот рукой своей, да, то есть как бы у меня здесь вот есть световой вот этот шарик, да, то есть мы сейчас его так немножко подвигали. Да, то есть этот шарик, я как бы от него вытягиваю, то есть на самом деле от себя как бы такой световой луч. Световой луч прямо до Евгения. Но я в него не вхожу, я касаюсь вот того светового тела, его световой оболочки, которая есть. И пытаюсь создать контакт. Да, то есть как бы прикоснулся и
соединился с этим и начинаю тянуть, да, то есть двигает назад. И подтягиваю, 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 да, то есть как бы вот простая задача, да, то есть все, спасибо, Евгений. Вот задача, которую надо сейчас реализовать, да, то есть мы сейчас разобьемся по парам, то есть тот, кто на эксперт-операторные, ну, у кого камера не работает, значит не работает, те наблюдают как бы за процессом. Если есть кто-то рядом, пробуют на тех, кто рядом. Значит, поэтому мы сейчас пробуем простую вот эту комбинацию. Ну, давайте я буду тогда называть. То есть сложно как бы людей объединить без этого, да. То есть вот у нас есть Тамара. Но там у вас двое, по-моему, или одна? А? Двое, да? Ну вот вы можете друг с другом. То есть мы как бы тогда не через экран, а вы попробуете это друг с другом. То есть Андрей и Надежда тоже могут друг с другом, да? То есть как бы Евгений и Наталья в разных помещениях? Нет? Ну хорошо, давайте. Тогда давай, Евгений, тогда вы будете... И вот у нас там есть, допустим, Лидия. То есть Евгений и Лидия объединяются, да? Лидия. Значит, что опять же, да, то есть эксперт, Вот, мы назвали, да, то есть как бы тот встает, то есть как бы эксперты отходят на небольшое расстояние от монитора, да, то есть как бы, ну, пробуют. Опять же, что делаем, да, то есть как бы пытаемся, то есть можно без руки на самом деле касаться человека чисто ментально, да, то есть но рукой мы как бы, чтобы можно было обозначить самого себя. То есть касаемся своим светом, лучиком света от себя выпускаем и касаемся человека, его световой оболочки, да, то есть как бы. И потом начинаем контакт, когда почувствовали зацепляемость, начинаем тогда двигать рукой назад. Сейчас мы отрабатываем только движение назад. Остальных движений как бы старайтесь не делать, потому что это уже как бы искажение. Еще разочек давайте сделаем. Еще раз. Повторили. И третий раз давайте. 3 раза как бы делаем это упражнение. Но что интересно, что у нас здесь, кроме этого, еще сетевые связи задействуются. Да? То есть мы как бы вот натянули лучики такие, но это еще как бы вот есть общая сеть. Хорошо, меняемся. Теперь у нас наоборот, тот, кто был экспертом, становится оператором. Да? То есть то же самое. Встаем, поворачиваемся спиной и слушаем, как вот эту связь ощутили и двигались назад. То есть у нас простая задача. Вот, отлично. Еще разочек давайте. То есть, чтобы вот ощущение вот это вы могли поймать, вы его ощутили. Вот. То есть еще разочек повторим. Повторим еще раз, давайте. Повторяем еще разочек это упражнение. То есть 3 раза его надо сделать. То есть что тут происходит, да, вот как бы вот, ну, давайте теперь перейдем, ну, кто сделал, давайте садимся и попробуем, да, у кого не получилось. Что при этом происходит? Давайте мы как бы разберем, как бы опять же, что когда вот мы делаем такое простое упражнение. Ну, казалось бы, что там, раз и потянули. То есть вот появляется, да, то есть как бы от человека, который вот является оператором, от него как бы такой вот идет луч световой, да, то есть как такая трубочка. И он, когда мы соединились с светом другого человека, да, то есть образовалась что? Образовалась такая гантелька световая. То есть там шарик, здесь шарик, и между ними есть вот такая световая трубочка. И по этой трубочке что начинается? Начинается обмен световой. То есть мы вроде бы вот просто там потянули рукой, но при этом начинается взаимодействие светов. Да? То есть они начинают формировать, опять же, как что? Как новые какие-то качества, которые друг у друга нет. Вот у одного человека есть одно качество, у другого другое. На базе этих соединений вот этих качеств начинает рождаться что-то еще новое. То есть если мы правильно выстроили вот эти вот эксперт-операторные взаимодействия. И на этом мы можем выходить на конструирование чего? Конструирование структур. Потому что здесь мы опять же говорим, вот мы образовали единое некое пространство общее. Здесь у нас сейчас, смотрите, вот у нас здесь 61 человек.
И мы вот сколько-то струн еще натянули дополнительных, да, то есть каждый смотрит, это тоже своя струна. Получается такая сеть вот этих вот световых струн, которые мы сейчас натянули, которые мы вас использовали, да, то есть и на каждой струне мы что-то сформировали свое. При этом получился еще такой общий синтез. Просто нам сейчас надо, чтобы мы отработали вот с этими новыми структурами. То есть это у нас другой шаг по мерности, другой шаг по новой системе отношений. Ну, опять же, для чего? Для того, чтобы мы могли... Ну, вот мы сейчас занимались, у нас вот там 4 дня было, 4 раза были занятия по структуре блага. Да, то есть, как бы... Но, опять же, благо-то делаем не просто как бы как решение какого-то вот частного вопроса, вот сейчас надо что-то быстро заработать. А надо сформировать определенный поток, да, определенный поток отношений, которые бы мы в виде благ человек мог получать. Но если мы не можем его реализовать через любовь, да, то есть мы не можем выстроить это как некий творческий процесс, да, то есть может что-то не получаться. И поэтому получается, что мы, ну, как бы и расширили поток, да, то есть мы его сформировали, но в нем вот эти связи не можем выстроить. Да, потенциальная возможность есть, а выстроить не получается. Поэтому нам надо создать условия, выйти на новый уровень мерности, чтобы мы могли вот эти замыкать. Вот я тут, мы говорили про катастрофы, любовь и катастрофы. Да, то есть как это связано. На самом деле это связано через такую теорию, которая называется теория катастроф. Но теория катастроф это французский математик Рене Том придумал это название, когда познакомился с работами советского ученого Арнольда. Арнольд разработал теорию, которую он назвал просто теория особенностей функций. То есть все функции имеют какие-то определенные особенности. Он создал теорию, которая классифицирует эти особенности, которая рассматривает. Вот. А когда этот математик французский с ней познакомился, он понял, что эта теория описывает на самом деле переходы, да, из одного состояния в другое. Было одно состояние, стало другое. Но часто это катастрофные переходы. Да? Что-то ломается, что-то опрокидывается, что-то, то есть как потеря устойчивости определенная. Ну, поэтому такое звучное название придумал, теория катастроф, и ее теперь все знают под этим названием. Хотя вся математика была заложена вот Арнольдом, нашим советским ученым. Так вот, с точки зрения, опять же, вот отношений, которые мы выстраиваем, эксперт-операторных, когда что происходит? Да? Появление чего? Было по отдельности что-то, стало общее. Это что? Это и есть катастрофа на самом деле с точки зрения того, что было. То, что было, оно исчезло, новое появилось. Появилось новое качество, появилась новая возможность соединиться в общих вот этих вот связях. Да, то есть и родить какой-то зародыш чего-то маленького, создать его, да, то есть с тем, чтобы оно могло дальше расти, развиваться и размножаться. И вот мы сейчас вроде бы простое действие сделали, да, то есть вот, ну, немножко вот повзаимодействовали, вот чисто резиночка назад. У нас это световая резиночка называется. Но в этом отношении, так как мы его делали как сетевое, но у нас есть шанс, что мы уже заложили вот это вот как бы зернышко, которое у нас потом будет, мы его развивать и проращивать на следующих этих. Поэтому мы будем и на следующем вебинаре развивать вот эту вот систему связей с потенциалом любви. Ну и еще здесь как бы такой момент, когда мы говорим о любви, там есть такое понятие, возникает ответственность, да, как говорил Антуан, герой Экзюпери, мы ответственны за тех, кого мы приручаем. Когда мы начинаем взаимодействие, любое как бы световое, так или иначе мы выстраиваем что-то, что на самом деле меняет наши отношения. Ответственны мы за эти отношения или нет? Вот можем и себя и проявить. Ответственность в своих отношениях с этим делом. Да? То есть, ну хорошо. Теперь что мы можем еще сделать здесь? Да, то есть как бы мы можем попробовать. Вот мы натянули вот эти веревочки, да, световые. Да, то есть теперь можем опять же световыми этими немножко ими поиграть. У меня вопрос, можно, Сергей Динович? Да. Я недавно подключилась, поэтому я не понимаю, что значит структура. Вот как я должна с ней взаимодействовать, походить. То есть я ее не ощущаю реально, вот как карточку. Ага. А как?
когда вы присоединяетесь через аккаунт, то есть вы как бы, трансляция идет прямо на вас, и вы как бы становитесь такой карточкой ходячей с этой структурой связанной. Да, то есть вы она как бы с вами, ну, как объем такой, ну, как бы как с объектом, который вот проявленный, как с проявленным объектом теперь связано. То есть на самом деле вот эти все карточки, что они являются? Они являются такими включателями. То есть вот есть структура, это некая такая многомерная штука, которая вне нашей реальности. Мы создаем некие устройства, да, то есть как это все делается? Создаем некие устройства, мы их можем, ну, можно назвать генератором, мы их называем, можно их как-то по-другому назвать, которые являются отображением этих структур в нашу реальность. Есть разных элементов, там, емкости, индуктивности, диоды, триоды, там, как бы вот каким-то образом свернули эту структуру. Дальше мы эту структуру через фотоперенос переносим на вот эту карточку. Да, то есть для чего? Чтобы когда человек взял карточку, он соединился с этой структурой. То есть как выключатель нажал кнопочку, раз, свет загорелся. Это что значит? Что у человека появилась связь. Да, то есть в комнате мы выключатель, когда включаем, мы замыкаем связь с чем? Ну, с электростанцией, подстанциями и так далее. То есть с этим неким большой системой, которая сформирована для того, чтобы вот это чудо появления света от нажатия выключателя состоялось. Поэтому карточка это тоже, это вот такой включатель. Вы его взяли и соединились. Ну, можно сейчас это организовать и виртуально. То есть вот вы все, которые присоединились к Бионету, вы связаны таким образом с этой структурой Бионет, которая на самом деле ничего вам не привносит с точки зрения того, чтобы вот вас сделать лучше или хуже. То есть структура Бионет – это структура, которая позволяет активировать вот эти вот вертикальные связи с нами самими, с тем нашим божественным Я, которое у нас есть. Да, то есть как бы, но все мы являемся, почему это Бионет? Потому что мы все являемся сетевыми структурами. Ходячими такими. Вот у нас есть множество сетей внутри нас, да, и есть множество сетей вокруг нас. То есть, ну кто мы в этом мире? То есть если мы себя с телом отождествляем, ну, это одна система отношений. Если мы отождествляем себя вот с чем-то гораздо большим, то там, может быть, у нас и тело-то совсем не такое, да, то есть именно сетевое какое-то. Да, то есть, поэтому вот с этим сетевым телом мы активируем связи через структуру Бионет. Но есть другие структуры светличные, да, то есть там супер, благо, там, отрада, потенциал любви и так далее, которые позволяют какие-то связи делать еще более активными, еще более их усиливать. То есть вот структура потенциала любви, она что делает? Она, повышая мерность отношений, позволяет настраиваться на более сложные какие-то отношения. Да, то есть соединяться. То есть поэтому вот это домашнее задание какое может быть? Вы пробуете вот эту вот связь, не двигать человека, да, то есть, а просто вот эту вот световую связь к человеку, к любому обращаться, да, как бы к нему через... И почувствовать этого человека через это. Как бы лучик направляете от себя, соединились и послушали. Что за человек, как он, да, то есть с чем вы взаимодействуете. То же самое можно делать, когда вы имеете потенциал любви, настраиваться на другого человека. Вот вам надо с ним как-то выстроить какие-то отношения. Вы берете и начинаете с этим человеком через свет взаимодействовать. То есть не надо руками махать, не обязательно. Просто ментально представили, что от вас луч пошел к человеку, да, то есть с ним соединился, и его подсвечиваете вы этим светом. То есть вы усиливаете этого человека собственным светом и налаживаете вот это световое. То есть диалог не с самим человеком налаживаете, а вот этим вот с многомерным световым Я. Вот ваша многомерная эта сущность пытается договориться с этим вот человеком. Есть вот такой маркетолог, один француз, по-моему, или американец, не помню. Он говорит, он как гуру маркетинга, там он говорит, что надо с клиентами договариваться, не как с клиентами, вот, а надо договариваться, вот эта вот внутренняя сущность этого клиента и ваша договариваются. Вот тогда вы можете наладить отношения и можете выстроить свой бизнес вот как некое общее дело. Ну, как это выстраивать, там тренинги проводят и так далее, как вот создать условия, чтобы вот это ваше внутреннее Я начало проявляться. Вот. Поэтому здесь мы попытались это сделать через карту потенциала любви.
То есть карта потенциала любви помогает нам настроиться на вот этот световой поток другого человека и сделать с ним что-то общее. То есть почему? Опять же, мы можем увеличить мерность через нее и выстроить. То есть, но это как инструмент. Мы им пользуемся, мы используем внимание к этой структуре, он активируется. Если нет, ну, он по умолчанию что-то делает, ну, как бы вот в режиме ожидания. Ну, как говорят, человеку спрашивают, вы играете на гитаре? Да, когда спрашивают, на самом деле вопрос звучит так, вы умеете играть на гитаре? А он говорит, вы играете на гитаре? Если он говорит да, то значит, что у него есть гитара, и он на ней играет. А не просто, что она у него стоит где-то там в кладовке, и он может сказать, да, гитара у меня есть. Поэтому здесь я как бы вот с этим инструментом потенциала любви, им надо пользоваться, им надо играть с ним, через него, ну, даже с детьми. Да, то есть, когда с детьми вы общаетесь, бывает так, ребенку скажешь, он пытается сделать наоборот. Да, то есть, а если с ним договориться через свет, то тут уже совсем по-другому. Не надо ему много слов, чтобы объяснять. То есть задача у нас как бы почему такая, ну, мы как бы такая сумбурная сейчас получается. Мы как бы вот какая-то у нас такое настроечное занятие на вот этот весь потенциал. Потому что перед человечеством на самом деле стоят громадные задачи по объединению. Люди разобщены, и каждый воспринимает себя как бы с точки зрения того, что надо вот распихивать локтями, надо бороться за выживание и так далее. А задачи, которые могли бы решаться в рамках общечеловеческого подхода, они не решаются по простой причине. Люди не слышат друг друга, да? То есть не слышат вот этих вот световых связей, не могут ими пользоваться, не в состоянии вот эти отношения налаживать. И тогда надо много-много слов, чтобы человеку что-то объяснить, надо много-много слов, чтобы человеку как-то вот выстроить какую-то вот эту связь. А слова искажают суть вопроса, потому что слова тоже это некое сечение. Вот мы говорим слово «стол», да? Но стол – это многомерная штука. Потому что стол бывает там письменный, бывает кухонный, бывает журнальный столик и так далее. То есть это целый ряд столов есть. Их столов таких очень много. И в каждом есть целых 100 букв «Л». Да? То есть вот таких вот столов куча стоит везде. То есть это целая некая шкала. Вот все столы типа мы выстроим вдоль какой-то линии, получим некую шкалу этих столов. Но мы когда говорим конкретно, мы говорим определение для этого, да, то есть, что вот письменный стол, тогда это вот понятно, что это за стол. Это тогда конкретный трехмерный объект. Но получается, что слово «стол» – это уже четырехмерное слово. Ну, как минимум, да, то есть у нас еще есть одна координата, которая, они трехмерная. А вот только конкретные столы, а вот понятие любовь, она еще более многомерная. И когда мы о любви пытаемся говорить, то мы на самом деле не понимаем иногда, о чем вообще речь. Потому что каждый представляет о своем. И здесь, чтобы вот наладить отношения между людьми, нам надо уйти от понятия логики, от понятий, которые мы пытаемся манипулировать людьми, да, то есть как бы, когда мы пытаемся заставить их что-то сделать, к взаимодействию, когда человеку не надо слов говорить. Он сам понимает, что ему надо сделать, он сам прекрасно знает, как ему выстроить отношения с теми или другими людьми, но это же не решается в одночасье. То есть как бы раз и все теперь поменялось. Значит, надо к этому стремиться. Поэтому мы потихонечку будем вот что-то выстраивать, и, возможно, на этой базе нам удастся создать какие-то структуры совместные, которые дальше будут развиваться не только в рамках вот нашего содружества, а и в рамках и какого-то более общего дела. Можно любовь всегда рассматривать как некую катастрофу. Но в положительном смысле, потому что катастрофа – это не обязательно что-то разрушительное, это и созидательное. Но в чем иногда проблема возникает? Почему люди иногда боятся любви? Ну, потому что когда ты начинаешь с чем-то сливаться, то, что у тебя было, оно вдруг исчезает, а новое еще не родилось. Есть такой промежуток, называется переходный процесс. И это вызывает некий ужас у человека. Как же так? Я как бы вот себя потерял. Он приобретает гораздо больше на самом деле, чем он, ну, как бы теряет. Потому что здесь надо дождаться этого перехода и получить вот это вот качество новое. Иногда люди боятся, убегают от этого, прячутся, ну,
что же делать? Мы не можем никого что-то заставить или сказать, что они сделали неправильно. Может, они неправильно сделали, может, время не пришло, еще что-то. Мало ли всяких событий. То есть будем считать, что все, что не делается, все к лучшему. Если вы пытаетесь как бы выстроить как операторные отношения с коллективом, с группой людей, да, то есть тогда вы в это внимание начинаете разделять. Да, то есть тем, чтобы каждому вроде бы меньше достанется, но в целом вы пытаетесь выступать в роли объединителя такого. То есть вы начинаете выступать как формирователь некого общего светового поля. Да, то есть и в рамках его тогда, вот если есть возможность мерность повысить настолько, чтобы это можно было соединить, вот эти света каждого человека и ваш свет, да, в один целое, тогда вы, если, ну, как бы как оператор пытаетесь вот это вот согласование сделать, да, согласование этих полей световых в единую как бы композицию, и не обязательно, что кто-то будет там главный, а кто-то не главный, да, то есть, допустим, если оператор обязательно главный по отношению к ним, то есть нет, важно, чтобы оператор здесь выступил в роли вот такого интегрального звена, который бы мог объединить их людей ради какой-то общей цели, не обязательно он их будет ими руководить, или говорить, вот делай раз, делай два, да, то есть как бы важно, что у него есть такая интегральная функция. Я помню, как-то читал один роман интересный, рассказ, как прилетела на планету какой-то космический корабль. Но космический корабль живой, то есть, и он состоит из разных живых объектов с разных звездных систем, как бы, да, то есть один объект – это двигатель, вот он какой-то двигатель, да, другой объект – это мозг у этого корабля. Третий объект – это кожа, как бы, да, то есть это вот обшивка этого корабля, она состоит вот из каких-то тоже состояний. Это тоже живой объект. Да, там какие-то, то есть все системы жизнеобеспечения и так далее, это все разные объекты, живые объекты из разных планет. Вот. Но у них какая-то там катастрофа, у них оказалось, что есть один объект, который выполняет роль ускорителя. Да, то есть как бы он может всех объединить и создать условия для того, чтобы корабль быстро перемещался. И оказалось, что вот люди, это как раз и есть ускорители. То есть они не являются мозгом, не являются шкурой, не являются двигателем, да, то есть, но без них корабль лететь не может. Вот как бы вот в этом ключе как бы вот иногда бывает люди в коллективе некоторые, да, то есть как бы они вроде бы сами по себе никакой, но они играют вот такого роль как бы скрытого лидера, когда он подсвечивает, вот в его присутствии все работает, все ладится и так далее, да, то есть, а вот в его отсутствии этого не происходит. Это вот как раз вот проявление того, что его свет является такой интегрирующей средой для остальных. Вот. То есть между людьми уже настроенные отношения в данный момент еще сильнее проявляются, эти отношения, и тогда уже работает как вот один световой объект и системный световой объект. Да, да, ну, уже как сетевой, общий сетевой объект, который их всех объединяет. То есть это может быть даже, я говорю, не обязательно тот человек, который пытается ими руководить. Он может быть просто как некий катализатор вот этих вот процессов, которые… Проявление каких-то чувств, да. Проявление каких-то решений и чем-то еще. Ну, потому что его свет, допустим, более многомерный, и через его вот эту многомерность начинает проявляться вот новый класс отношений среди этих людей. Поэтому вот мы и говорим, что вот эта вот структура новая потенциала любви, это задача главная повысить мерность этих вот связей, да, то есть как бы, а учиться уже дальше вот ими пользоваться в рамках отношений, это уже надо как бы уже осваивать вот эти вот эксперт-операторные техники, чтобы можно было научиться ими пользоваться. То есть у потенциала любви главное вот повысить мерность связи с тем, чтобы мы могли их соединять вот в этом многомерном мире структур. И через него уже вот выходить на другой класс связи, когда не надо кому-то что-то долго объяснять, а человек сразу понял тебя, то есть с полуслова. То есть это как бы проявление реальной любви, когда нету
препятствие, то есть сверхпроводимость реализуется, когда люди начинают очень хорошо друг друга слышать. И иногда вот на семинарах такая атмосфера, она возникает, и мы как бы это слышим. Но жалко, что когда человек выходит из семинара, он это качество вдруг теряет и попадая вот в другую среду, не может его воспроизвести вокруг себя. Поэтому вот светлицы, как таковые, как инструмент, это как раз помощь вот для того, чтобы вот эти вот семинарские режимы, где мы их научились вроде бы пользоваться, чтобы можно было дальше в течение всей своей остальной жизни применять их и не только для себя, но и для других. Вот. В принципе, получается, что вот те наработанные связи, которые были, да, то есть вот они где-то какими-то маячками такие, ну, например, лампочка там на сколько-то ватт там или, как сказать, силы свечения, да, вот. А когда человек имеет карту или он подключается, то сила свечения вот этого, она увеличивается. Но не только сила, как бы мы говорим о мерности, то есть это одна из важнейших характеристик именно мерности, потому что для потенциала любви это ключевая задача, да, то есть объединить цвета только можно, когда повысить мерность. Их вот в рамках обычных отношений это не получается. Сергей Динович, я хотел тоже как бы поделиться своим пониманием вот это вот вопрос, который Надя задала. Насколько я понял, то есть мы взаимодействуем не с каждым человеком по отдельности, а с системой этих людей, потому что, как бы, как я понимаю, организация, там уже она идет как одна общая световая структура, многомерная. Когда человек приходит в нее с потенциалом любви, он уже взаимодействует не с каждым человеком, а со всей этой структурой вот этого людей. Вот. Также это переносится как бы на животный мир и на растительный мир. То есть мы не взаимодействуем с каждым растением или животным, или человеком, или землей в отдельности. Это получается такая цветовая многомерная структура, с которой человек начинает взаимодействовать. Вот я конкретно, ну, как бы так понимаю, то, что мы взаимодействуем со структурой объекта самого, со структурой системы объектов вот этих вот, ну, взять ту же семью, коллектив на работе. Ну, то есть мы пытаемся здесь говорить о структурных отношениях, как о структурных отношениях более высокого плана, да, то есть как бы как о неких духовых как бы вот полях, которые и так или иначе формируются. То есть так или иначе люди общаются, они взаимодействуют, и между ними происходит налаживание этих отношений. Но это можно делать долго и медленно, как бы вот, да, то есть в семье, говорят, люди постепенно становятся похожими друг на друга, да, то есть как бы, а можно это делать, ускорять эти процессы, то есть создавать вот эти связи многомерные быстрее, ими пользоваться уже вот по результатам, ну, то есть Взаимодействие со структурами, светлицами, да, то есть светлицы, которые помогают быстрее ускорить этот процесс. Да, потому что я когда в свое время вот столкнулся с вопросом, приходит человек на семинар, да, сначала слабенько светится, меряешь, там в течение нескольких дней, смотришь, света больше, больше, да, то есть как бы, ага, уезжает, через какое-то время приезжает опять мало, опять пока наберется, да, но ведь вот на то, чтобы он набрался, его подсвечивали, да, то есть это время, он пока набрал на некое качество, вы с ним опять начать уже работать как более многомерный объект, а он раз уехал, да, то есть, и что, получается, что как бы он у него как бы по кругу он ходит, а ну, как бы преобразование становится, ну, как бы минимальное, да, то есть, а можно было бы, если бы удержать эти вот, эту светимость, эти характеристики, то можно было бы уже приехать как бы с другой базой. Ты приезжаешь на семинар и уже получаешь гораздо больше, успеваешь за время семинара набрать каких-то вот таких от связей и отношений. Вот, поэтому вот одна из идей была создание светлиц как возможности вот сохранить вот эти вот набранные характеристики световые семинарские, с тем, чтобы можно было их дальше ими двигаться. Человек приезжает на семинар, я говорю, вы там светлицей пользуетесь? Пользуюсь. А где она? Да дома оставил. Я говорю, а чего? Так здесь-то вроде как не надо, здесь и так все хорошо. Вот. А на самом деле тут-то как раз может и больше надо, потому что ты можешь быстрее как бы
участвовать в этих преобразованиях и сделать их достоянием не только себя, но и других. Да. Я хочу просто уточнить, правильно я понимаю. Идет не только усиление светового потока, но и увеличение мерности этого потока. И получается, один объект становится многомерным, а общается с многомерностью того объекта коллектива. То есть количество связей увеличивается, мощность увеличивается. То есть получается там в этом периоде увеличения, да? Да, здесь важно, что мы за счет увеличения мерности мы увеличиваем сложность отношений, да, то есть, а сложность нам дает наращивание качества отношений. То есть даже если мы вроде бы эти качества, может быть, сами-то не используем для себя, то есть, ну, так или иначе они используются для окружающего мира, потому что человек, он как светящийся объект все время как бы генерирует световые потоки. Да, то есть, но их можно генерировать и как быть творцом и созидательно как бы генерировать, а можно просто, ну, светишь и светишь, а оно в никуда. Да, то есть, как бы, то есть можно светить как лампочка во все стороны одинаково разным светом, а можно быть биолазером, да, то есть как бы, когда ты можешь ту же самую энергию, да, то есть направить узким пучком и получить совершенно другой результат. Поэтому светлица – это как раз вот возможность ускоренного перехода вот от обычного к биолазерному свечению и использования это как некого инструмента для преобразования, для развития на самом деле себя и мира вокруг. По себе многомерный, и он как бы есть, и он действительно как бы как божественное проявление присутствует в этом мире, но он как бы вот разделяется на множество ручейков здесь, и мы как бы видим вот этот мир как проявление, опять же, любви божественной, да, то есть, но она для нас конкретизируется в каких-то вещах. Но куда ни кинь взгляд, там мы найдем кусочек Бога во всем. Да? То есть во всем, что есть в этом мире, оно присутствует. И в нас то же самое. Вот поэтому, вот, когда мы говорим о потенциале любви, то проявить в себе вот это вот ощущение, что да, и я часть, божественная часть, и все вокруг это тоже божественное. И все это мы как бы как некое общее целое. И нам не надо ни с чем бороться, надо просто жить и радоваться этой жизни, в которой мы присутствуем. И делать какие-то вот дела, которые бы нам нужны были и нам самим, и другим людям. То есть, ну, вот это ощущение, оно, ну, его пока не удается удерживать надолго, да, как бы оно возникает, а потом раз куда-то исчезает. Это начинаешь суетиться в каких-то там собственных делах. Вот, и вот эта безмятежность, она когда-то вот вдруг начинает растворяться. Ну ничего, она потихоньку нарабатывается, и это хорошо. Есть куда развиваться. Большое спасибо за участие. Я думал, что мы еще что-нибудь поделаем, но у нас уже время истекло. Поделаем в следующий раз.